Моя цель сеанса — очиститься от всех чужеродных подключек, освободиться от любых негативных программ, имплантов, навязанных страхов, расторгнуть контракты с антимиром, убрать утечки энергии, очистить свое личное пространство от вмешательства антимира. Отказываюсь и отменяю все свои ранние решения обращаться к эзотерикам, астрологам и гадалкам на Таро. Как бы я духов не вызывала, мы уже прорабатывали вот мои походы там ко всяким гадалкам, там, астрологам, эзотерикам. Я от всего этого отказалась. Ну, просто озвучиваю еще раз. Теленазор не смотрела. Ну, вот, может, 15 минут заглянула, как бы, и не смотрела. Никаких там помощников не вызывала, никаких там действий не совершала там. Хочу проработать негативные родительские программы и отменить их негативное воздействие на меня. Хочу забрать все частички своей души из всех ситуаций, когда я позволяла антимиру и негативным программам манипулировать мной, восстановить свой потенциал, вернуть свое первоначальное ДНК, запустить процесс полного выздоровления организма. И вот сегодня аспекты будут связаны в основном, ну, для меня они связаны с отцом, может быть, они не связаны с ним, мы посмотрим. Ну, такая вот у меня в голове проходит, по ощущениям проходит какая-то связь. Очень давно как бы страдаю от панических атак. Они не появляются часто, но иногда бывает не самый подходящий момент. Они возникли, вот, как я написала, да, в 11 лет, ну, примерно, насколько я помню. И вот я сама не понимаю, не могу пока разобраться, как мне их самой убрать, поэтому вот очень хочу их найти причину возникновения, да, и освободиться от них. Вот, как вот написала, они появляются как какая-то вот мысль вроде как мне поступает, что у меня что-то будет, значит, со мной что-то произойдет, или приступ сердечный, или что-то такое. Я начинаю как бы вроде сначала не обращаю внимания, но потом это вроде само меня охватывает таким вот прям холод по рукам, по ногам, и вот, в общем, неприятное ощущение. Ходила, пыталась разобраться, как бы к психологам обращалась, там, к 2 таким в городе здесь, известным. Ну, как бы просто поговорили, они сказали, что у тебя все хорошо, как бы это бывает, и, в принципе, ничего мне такого не посоветовали. Я сама как бы работала, выписывала аффирмации какие-то там, да. В общем, хочу устранить вот причину возникновения, освободиться от панических атак. Вот. Второе, хочу освободиться, найти причину и освободиться от каких-то перебоев в грудной клетке. Это тоже когда-то появилось, и я не могу даже понять точно, где это как бы находится. Оно где-то находится, может быть, где желудок, как бы сзади сердце, вроде желудок, и вот в этой части, может быть, это третий как бы энергетический центр, солнечное сплетение, может быть, повыше. Вот где-то в этой части, и тяжело сказать, почему они появляются. То ли, наверное, может быть, это нервное, а может быть, не нервное, может быть, еще что-то. В общем, на физике это как бы очень неприятное ощущение, потому что тоже начинается откуда ни возьмись. Могут утром, там, вечером, я могу отдыхать, это может возникнуть, то есть никакого стресса. Может возникнуть и когда и стресс, то есть, непонятно. Но я вот написала, да, здесь я помню, что они возникли вот в 2011 году. Я по работе как бы тогда жила в Африке, в Гане, и там был такой период очень тяжелый. Рынок, как бы надо было установить клиентов, понять, найти. И я работала с разными, там, встречалась с людьми, компаниями, и как бы познакомились с 2 такими местными людьми, которые как бы пообещали нам помочь, связи наладить на местном рынке и так далее. И мы как бы взяли их как представители компании, а у них в голове, естественно, они хотели больше, взяли на себя, не взяли на себя, а думали, что они автоматически почему-то становятся собственниками компаниями. И, в общем, когда произошла там такая ситуация, я им высказала, что вот они неправильно там меня подставили как бы в одном случае, как бы я им это все высказала, и они начали на меня такое как гонение, то есть они обиделись и начали на меня натравливать там экономическую полицию.
В общем, потом каким-то образом эти перебои у меня исчезли. Я помню, что их не было долгое время, но я тогда начала задумываться, как мне тут самой себе помочь. Я изменила там режим питания и как-то пыталась что-то делать. Вот. И у меня как бы долгое время получалось, их не было, но вот 19-й, да, 19-й, наверное, 20-й, они вернулись. Не часто, это бывает, там, не знаю, раз в месяц, раз в 2 месяца, но вот они бывают, и как бы э, с этим нелегко, потому что можно быть на встрече, и да, и вот это возникнет, и как бы неприятное, в общем, ощущение. Но я хочу отметить такой случай. В общем, я в конце прошлого года, в 2021 году, мы собрались с компанией, ну, как бы близких там людей, друзей, поехать в отпуск. И вот перед вылетом в конце декабря, вот я написала даже дату 26 декабря, я помню, нам надо было вылетать, и рано утром я встаю, значит, и вот это вот ощущение перебоев было очень сильным. Такого не было как бы никогда до этого. И вот оно случилось прям, ну, не знаю, несколько даже... Я должна была вернуть... Мы поехали в аэропорт, я думала, пройдет, но оно не прошло. Мне пришлось вернуться в гостиницу, и я где-то часа 2, наверное, отходила от них. То есть они как-то очень сильно, им было неприятно. То есть холод, голова в таком полуобморочном таком неприятном состоянии, в общем. Вот хотела бы посмотреть, что тогда произошло, почему это произошло. Вот. Дальше хочу проработать связь с отцом. Отца зовут Борис. Если есть какой-то контракт с ним, хочу его отменить, освободиться от воздействия его негативных программ. Ну, как-то вот, я как сказала, да, я чувствую, что вот эти страхи, какие-то недомогания связаны с какой-то программой, наверное, которая, может быть, от него пришла и на какой-то мой крючок зацепилась. А почему я говорю, что связано с ним? Потому что, ну, у него вот поставлен ему диагноз аритмия, он как бы лечился, и не знаю, связано А это или нет. отношения какие с отцом в детстве особенно были? Никакие. То есть он как бы гнобил. То есть, ну, я так прямо об этом мама не говорила, но мне кажется, он либо хотел сына, либо совсем детей не хотел. То есть, и как бы у нас нету связи. Мы общаемся как бы сейчас, все, я забочусь, насколько могу, но как бы нету близких отношений совсем. Я работала сама как бы с этим, да, вот написала и выписывала, там дышала. Даже вот прослушала курс Марка Бартона и пыталась тоже проработать, но я чувствую, что что-то есть такое глубокое, что нужна ваша помощь. Поэтому хочу этот аспект очень сильно хочу проработать, посмотреть. Ну вот, ну, ситуации были самые разные. Я вот здесь, ну, коротко очень. То есть он пугал в детстве как-то вот меня, сестру. У него были такое дурацкое какое-то вот намерение, что ли, не знаю. Он может... У нас большая была квартира, родители получили большую квартиру после того, как Литва отсоединилась от Советского Союза, это перестройка и так далее. Получили большую квартиру, как бы, но экономили, и у нас часто, скажем, в какой-то комнате горит свет, а где-то не горит свет. И вот он может из этой темноты выскочить, там идешь, например, там, из одной в другую комнату через холл, и он может выскочить и там, ни с того ни с сего, как бы, ну, естественно, так, там, ну, я пугалась, мог очень там резко накричать, тоже ни с того ни с сего, там, помню, едем на машине, и как бы он сидит рядом, и он учит меня водить, да, там подсказывает, но ни с того ни с сего тоже может раз накричать. И вот это все такое было в таком, ну, негативном очень. Даже когда вот он учил водить меня там, ну, так очень претензиозно, так как-то, ну, жестко, в общем, как бы. Вот. Такая есть ситуация, мне 4 года, я ее помню очень ясно, как бы, и она как бы самая такая болезненная. То есть когда я была маленькая, помню, мы с мамой еще тогда, я была одна, ребенок, как бы сестренки еще не было, и вечером я какую-то там песенку себе напеваю, но, видимо, хожу по кругу и одну и ту же песню там несколько раз пою.
И возвращается отец, значит, с работы, он уставший там, и они на кухне, там мама ему что-то, ну, видимо, накрывает покормить ужин. А я хожу и эту песню, видимо, там в другой комнате напеваю. Одно и то же. Ну, ему надоедает, и он как бы резко выскакивает в эту комнату и опять кричит, там, типа, замолчи, ну, там, например, со всей силы. И, наверное, может быть, не знаю, может быть, ударить хотел, но сдержался. И вот как бы я помню, что я тогда убежала в свой уголок. У меня там был такой уголок, кровати, и шкафчик стоял, и там забилась, в общем, испугалась очень сильно. И вот уже потом, когда взрослее, была тоже такая ситуация. Я ходила в музыкальную школу, ну, несколько лет, и играла на скрипке. Но очень всегда боялась дома репетировать, потому что, с одной стороны, мама очень хотела, чтобы я, ну, у меня было музыкальное образование, я, в принципе, была, наверное, есть способна к музыке, я хорошо чувствую ее, понимаю и так далее. То есть у меня неплохо получалось, но я всегда боялась репетировать дома, потому когда отец был дома, потому что он был против этого, и вот как бы, короче, я между двух огней была. И вот я там, значит, стою кое-как в полтона. Ну, конечно, это все равно слышно. И, видимо, вот эти там... Ему надоело, видимо. Он прибегает, открывает комнату, хватает у меня эту скрипку на пол, разбивает. И такая, как говорится, тишина. Не мама, она тоже пришла посмотреть, что случилось, как бы ни она ничего не сказала, там, ну и отец ничего не сказал. Все, комната закрылась, как говорится, занавес, а я стою с этой скрипкой и не знаю, что делать. В общем, такая вот ситуация. Очень хочу вот посмотреть, если есть какая-то такая связь, да, вот какой-то контракт с отцом или... ну, и вот эти негативные воздействия его негативных программ на меня, на что они у меня притянулись, вытащить это и убрать эту причину. Расскажу тоже, вот сон, как бы часто видела змей, но вот особенно перед сеансом так очень интересно, то есть несколько раз приснился сон, что какие-то там змеи, значит, присутствовали, я от них пыталась или убежать, или как-то извертеться, чтобы они там меня не тронули. Однажды даже удалось как бы прибить одну, но странно, что вот перед сеансом начала встречать змей, ну не змей, а ужей, у нас нет в Литве змей, как бы ужи, по дорожкам, там, скажем, вот мы идем гулять, и вот по дорожкам так раз, и перед нами там, передо мной они проползали. Но никогда за все это время, вот я сколько живу, никогда не видела раньше их, вот совсем. Вот. Но перед сеансом вот начали как-то чаще встречаться. И еще один сон такой, что какой-то, значит, ну не знаю даже, как его назвать, написала представитель антимира, да, но в мужском обличье, но предстал в виде какой-то мумии вроде как вот я видела там, скажем, в каких-то журналах или в каких-то вот, там, не знаю, репортажах, в саркофаге, значит, все, но он как будто бы живой, и вот он говорит, что, значит, стою я, и вроде как Лена, сестра моя, рядом, и он говорит, все, вы теперь как бы мне подчиняетесь, я вам приказываю, и прям такой, ну, как бы вот он говорит вроде, а там такие волны, как воздействие такое идет, и он говорит, вы сейчас мне там типа, ну, извините, будете делать минет. И Лена вроде как падает на колени, я на нее смотрю в ужасе и говорю, ты что, там, не смей, как бы дергаю ее за руку и говорю, я отказываюсь, не буду. Ну, то есть как бы я помню точно, что я отказалась во сне. Вот, не знаю, это какой-то атака, воздействие, что это. И последнее я не написала, но я хочу убрать причину, найти и убрать причину возникновения у меня ковида. Я вот, когда мы улетели вот в этот отпуск в конце декабря, когда у меня случился этот приступ такой большой с перебоями, я не вылетела в этот день, а вылетела на другой день. И я через неделю буквально в этом отпуске заболела ковидом, и у меня пропало обоняние. Я поправилась, у меня все как бы неплохо прошло, то есть я там 37, 2 недели, и все прошло. Но вот обоняние очень долго не восстанавливалось, там, наверное, до сих пор вот у меня там, может, 90% я какие-то запахи не ощущаю. Я хочу
найти вот эту причину, да, вот этот крючок, зацепку во мне, на что притянулось, и убрать это, и восстановить полноценное обоняние свое. Вот и все. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. Ольга. 1, 2, 3. Я ее вижу. Выглядит энергосфера правильной формы, такой шар, и очень искрится ободок, как бы верхний слой, сияющий белого цвета с такими лучиками, но искрится буквально, то есть идет как напряжение, повышенное напряжение, защита. Угу. А перед ней находится какая-то фигура, как будто лежит. Голова там, где возле правой ноги, ноги, ну вот так вот, возле левой ноги. На голове какая-то штуковина, обруч, и глаза вот так смотрят как бы в глаза этой штуки. Это оно и считывается как мумия. Она вот так смотрит, ну, с сильным испугом. Вот, Угу. духовный взгляд вот так внутренний направлен. И со Угу. стороны ног, где сектор магии, там огромная фигура, которая вот так прям закрывает сектор будущего. И эта фигура как стеклянная, то есть это программа, которая на лоб этой фигуре, ну, такая палка длинная, а там такое, как подкова, такая омега буквочка. Просто на Угу. лоб, и оно так шкварчит, как будто татуировка. Не татуировка, а ну, как штамп. Угу. Ну, в общем, отметина. Угу. Метка. Так, хорошо, Виктория, давай считаем эфирное ДНК. Ольга ли это? Да, это она. Угу. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она буквально, ее какие-то программы вот так хватает за руки, за ноги и как притягивают как будто к каменной стене. И вот эта фигура слева, с какими-то рогами на голове, я вижу, он вот так из сектора магии такой у него тянется, как шлейф, и он так в сердечную чакру точно так же, как сюда, так пух подставляет, как труба такая гофрированная. Угу. Так. Угу. Спроси у Оли разрешение потрудиться с ней для нее. Она говорит: разрешаю, и снова у нее такой шар, когда она говорит, выходит шар, Угу. и он вот так идет прямо к голове этого истукана, который лежит, к этой мумии. Угу. А он оборачивается, вот этот он лежал как мертвый, а теперь он оборачивается вот так вот, взял какой-то кувшин и выпил. Угу. А я вижу, что это энергия Оли. В этом Это в кувшине она вот кувшине? так сидела вот так. И он и выпил, и она оказалась у него в желудке. Угу. Так, и этой фигуре приказываю проявиться в соответствии с его эфирной ДНК. Так, оно как-то рассыпается.
Мне идет, что это, смотри, вот это не интерференты, это какое-то событие, какая-то Мгм. программа. Нужно зайти в событие, потому что когда я подумала событие, то передо мной как будто бы вот так раздвинулись две стены, выложенные камнем, как Мгм. каменная кладка. Так, хорошо, Виктор. На счет 3 мы войдем в тот момент, когда произошло это событие, когда этот пил из кувшина воду. Что на физическом Нет, плане? никогда Нет? он пил из кувшина. Давай, знаешь, что вообще происходило и как это, что это и как оно появилось в пространстве Оли. Потому что, Мгм. смотри, я уже когда, то есть пойдет по-другому, вот этот твой вопрос, он уведет меня в другое русло. А я Так. уже слежу, потому что нужно всегда, ну, как бы подождать, и чтобы само начало происходить. Мгм. И я вижу, как меня вот так уводит вот туда. Я захожу, как будто бы город, какие-то стены высоченные, вот такие. Мгм. И я иду вместе с какой-то толпой. Я слежу. Э, Толпа идет туда и Мгм. выходит, считывается на городскую площадь. Так. Но эта городская площадь, она, с одной стороны, на физическом уровне я вижу, что это солнечный день, и такие высокие здания вокруг стоят каменные. Все одинаковые, как будто бы из ракушника сделаны. Мгм. Какие-то желтоватый цвет, песочного цвета такой. Мгм. А в эфирном плане это все как будто бы под землей, и все вот накрыто такой, как куполом черным. Мгм. И я вижу а, на эфирном плане, что происходит. А, Что происходит, Виктория? Вот этот, я слышу, жрец. У него скальпель, медицинский скальпель в руке. Я вижу, он вот так просто разрезает. И считывается, что достает сердечную чакру. Прям не Мгм. сердце, а сердечную чакру. Так. А на физике я вижу молоденькая девушка в белом платье длинном, вот как бы из шелка такое. м, Мгм. А считывается нет, лен. Лен. Мгм. Такое простое белое платье. Мгм. Кто И эта оно еще и девушка? светится как-то. Мгм. Считывается непорочное. То есть девственница. Мгм. И я вижу ее лицо. Это она. Она выглядит точно так же, только волосы у нее длинные и черные. Мгм. Я вижу камень такой большой посредине, как жертвенный камень. Ее положили, и вот так, и она смотрит, а ее руки вот так здесь, и ноги такими, как, как петли. Но я сразу вижу и на эфирном, и на физическом плане. Петли, которые уходят в сектор интерферентов. Так. Это Мгм. происходит днем. Солнце светит. Вот идет, вот как солнце светит. Мгм. Так, и вот этот жрец что-то делает операцию, Виктория. Так, сейчас я посмотрю, что он делает. Мгм. Так, он находится в секторе магии по отношению к ней. И у нее вот так интересно как-то, вот где правая нога там прибита, привязана,
И она вот так постоянно смотрит на себя, то так, а он, у нее из ноги как будто бы вырос такой с правой ноги, как такой ковшик, ам, такого Мгм. беловатого цвета, как ладья. Ковшик, да, ладья. И он там сидит. Э, Так, кто же он такой? Так, я этому приказываю жрецу проявиться в соответствии с его физическим ДНК на тот момент и отвечать, кто он такой. Я ему приказываю отвечать. Он звучит его имя, какой-то Зигмунд. Зиг. Мгм. Так, что он делает в пространстве Ольги? Я ему приказываю отвечать. Так, в эфирном плане он выглядит как этот Черномор. Ноги вот так, подключка, а, Мгм. пиндер такой, ну, переходящий в подключку, борода, глаза такие, как белые. Мгм. Когда я смотрю, вот оно как-то звучит как Зигмунд или Зигмун, вот так как-то. Мгм. Вот. Еще вопрос Так. задай. Что Что он делает в пространстве Ольги? Я этого Зигмунту приказываю отвечать. Что он делает в пространстве Ольги? Он говорит, я показываю ее нутро. Мгм. Так, для чего? А кому он показывает? Приказываю ему отвечать. Там стоят вокруг люди, и они вот так стоят. Типа им интересно, и будут смотреть, что из этого произойдет. Мгм. Так, приказываем отвечать, с какой целью он проделывает эту операцию. Какова его цель? Он говорит, мы калечим души. И я вижу вот эта программа в виде такого этого чего-то, мумии, истукана, которая лежит. Мгм. Э, Он тоже как будто бы вот так разрезает грудную клетку. Так. И там вот энергии Оли помещает их туда. Так, а что же это означает? Я вижу, что он как будто бы берет вот такую какую-то а, пробирку. Мгм. То есть оно вот считывается еще это все как какой-то эксперимент, какие-то опыты. Мгм. Так. Так, этому Зигмунту приказываю отвечать, какая его конечная цель в этой операции. Для чего ему это нужно, приказываем отвечать. Он говорит достать до сердца или достать из сердца какой-то желудочек в сердце. Мгм. И слышу страх. И там внутри сердца такой страх. Считывается отпечаток страха. Мгм. Там как такая таблеточка черная. Жизнь. Мгм. Жизнь, страх, страх за жизнь. Так, вот эта таблеточка, вот эта энергия, я приказываю хозяину этой энергии проявиться. Так, протягивается нить в сектор интерферента, и появляется какая-то энергия, как каракатица.
вот какие-то вот такие энергии бесформенные, Мгм. неопределенные. И внутри это как будто руки, ноги, вот такие отростки, а где живот, там такая как проплешина. Мгм. Так, этой каракатицы, Виктория, есть частички души или потенциал Ольги? Я вижу, что вот эта девушка, которая там ложится на этот Мгм. стол, то там ее есть, она вот так, эта энергия перетекает туда. Мгм. В этот момент, когда она легла уже на стул, появилась эта энергия. Вот этот страх за жизнь. Я вижу, вот так она сначала села, а потом легла. Почему-то это идет как операционный стол. Мгм. Так. Мгм. Давай посмотрим, Виктория. Спроси о Ольге, зачем она пошла на эту операцию. Она показывает, говорит, у нее сердце болит, и показывает вот так, что она отдает сердце, и это сердце как-то несоразмеримо большое. Вот так она, прям энергия, оно тоже без формы, как-то вот так вот его дает. В сектор интерферентов, и я вижу, что они буквально там едят его. Ну, энергии. То Мгм. есть они эту ситуацию используют для напитывания энергией. Так, Виктория, а где крючок-зацепка? Почему Ольга согласилась на эту операцию? Так, я вижу, идет картинка, что она прячется, маленький ребенок. Это в этом воплощении. Она прячется, Мгм. так как за стену, за какую-то мебель. Она Мгм. вся почернела от страха. И я вижу, эта девочка стоит, Мгм. и у нее в руках разбитая, поломанная эта Скрипка. скрипка. Вот эти струны торчат и так разбитые. Она держит, как этот символ разбитых сердец детских, как куклу держит. То есть это насилие от родителей. А у нее скрипка. Мгм. Так, нужно посмотреть. Это, вероятно, была эфирная операция. Кто Мгм. делал эту эфирную операцию? Потому что зацепку я нашла вот в этом воплощении. Мгм. Так, а в том воплощении нету пока. Ну, Так, может, хорошо. что-то и Да. было еще в том воплощении, Мгм. но когда вот этот страх, вероятнее всего, сейчас нужно посмотреть, что происходило в эфирном плане, когда она, вот я вижу, как открывается дверь, и Мгм. входит, считывается зверь, огромное существо, а отец в нем, то есть отец одержимый. Мгм. Да, прям так и звучит. Борис. Мгм. И он находится в секторе магии по отношению к дочери Ольги. Я вижу, как она закрывается, то есть вот так, блокируется. И в этот Так. момент я вижу, как возникает вот этот черный узелок в сердце, и
вот так в сердечной чакре. И как шарик такой скатывается, вот где третья чакра, там, где переход сознательного в бессознательное, это блуждающий нерв. И оттуда вижу, как такой клубочек выкатывается прямо этому чучелу. Одновременно как-то и в рот, и в третий глаз. И он оживает. То есть он как бы лежал спокойно, этот монстр, эта программа. Мгм. Сейчас посмотрю, что это за чучело такое. Да, что это за зверь? Я ему приказываю проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Так, я смотрю на этого, на эту мумию, а ты говоришь о звере. Кто такой зверь? Хорошо. В этом Борисе, который был зверь. Считывается Люцифер. Мгм. Так. Да, и я А, вижу вот эти программы, понял. когда отец Мгм. выскакивал и пугал ребенка. Это Мгм. так срабатывали эти программы. Так, видит Оля, что произошло на эфирном плане, кто находится в ее отце, кто им управляет. Она видит. Мгм. Так, она может приказать этому зверю, чтобы этот зверь забирал все его воздействия, последствия воздействий. Пусть она зайдет в своим сознанием в тот момент, когда ее отец заходил, и прикажет этому зверю забирать все его воздействия. Ну, я вижу вот этот незакрытый гештальт. Она буквально как, ну, как девочка, маленький ребенок, прыгает как на отца, ну, как детки запрыгивают, чтобы их обняли. Но она это делает не на отца, а как в сектор первоисточника. Там открылся такой свет, светящийся фрактал, и она вот так ну, подпрыгнула, как ребенок, и там как будто свет этот ее вот так взял Мгм. на руки, а она закричала «папа» и показывает пальчиком на этого, он считывается ублюдок, вот этот Зверь вот этот. робот, который лежал, Ага. и она показывает пальчиком на эту у него в третьем глазу какой-то кристалл. Считывается зверь, то есть эти программы, они, то есть эти люди, подверженные этим программам или духам, озверевает. Так прямо идет, что отец озверел. То есть Мгм. озверевают, то есть будет эти мертвые программы, которые дремлют до тех пор, пока человек не даст им разрешение. То есть его отцовские инстинкты защищать дочь были подавлены вот этими, ну, так и звучит, одержимостью Мгм. этих программ, этого духа. Так, меняется на физике эта ситуация, Виктория? Она меняется, так, потому что он заходил и так то увеличивался, то уменьшался. То есть это вот когда увеличивается, это означает, что она поддавалась этому страху. Когда уменьшается, это означает, что она берет под контроль свою, ну, Мгм. свою волю. Волю. Мгм. Сейчас я вижу, что она буквально его ударила этой скрипкой по голове. И эта скрипка стала уже ну, такая, как была, не поломанная, целая. И она Мгм. вошла внутрь. Эта скрипка вошла внутрь этого духа. Так. Ну, а звучит цельнозор. То есть это вот этот Черномор, цельнозор, это Мгм. он и есть. То есть вот этот дух, Дух. тот Мгм. же самый,
Ну, фактически это же все то же самое, только по-разному разные секты называют. Мгм. Да, хорошо. Давай тогда войдем еще в тот момент, когда Оля пела песенку, и такая же ситуация примерно была с отцом. Пусть она изменит и эту ситуацию, зайдет своим сознанием в тот момент, и точно так же даст отпор этому зверю. Я вижу, что когда эта ситуация произошла, она буквально как будто бы просочилась в нижнее пространство. То есть вот этот шар ее просто как бы поглотил, и она вот так просто просачивается, как будто бы просачивается в нижнее пространство, в этот кувшин. Мгм. Вот. Так. Какова зацепка, что она позволила себе просачиваться? Я слышу внезапность, вот этот крик, и он как руку поднял. Внезапность, то Мгм. есть подсознание открыто. И я вижу, как она хотела, ну, как бы спрятаться, защититься. Ну, а как ребенок может действовать? Конечно, прячется, и это как раз и создает вот эти программы, Мгм. когда ну, ребенок буквально не видит никакой защиты ниоткуда, и он прячется в Так. этих блоках. Сейчас Мгм. она выходит, большая, Мгм. выходит и смотрит, а эта коробочка, в которой она находилась, как яйцо. Дверца открылась, она маленькая-маленькая, исчезает. Она забирает свою энергию с этого кувшина. И вижу, как Мгм. этот кувшин горлышком оборачивается и направляется в сектор интерферентов. Так, а вот эта каракатица снова проявляется. Это эгрегор. Мгм. Считывается мести родителей. Так, а за что же мстит ей ее родитель? Мгм. Так, приказываю этому Борису проявиться. Я вижу, что от него идет такая подключка прямо в третью чакру. Мгм. Идет в третью чакру, и там вижу, как Зигмунд нагнул, вот так нагибается над человеком, над ней, которая лежит. Вот длинные Мгм. волосы черные. Так, нужно Так. будет посмотреть, что это за волосы. Они искусственные, они тянутся. То есть это энергии, а не ее волосы. Сектор интерферентов. Она лежит как на операционном столе. А вот это чудище, Каракать? Какое да, сектора чудище? магии. Ага. Сектор магии — это Зигмунд? Да, это какой-то человек, доктор, что ли. Мгм. Психотерапевт. Зигмунд Фрейд? Да. Вот я его портрет увидела. Мгм. Он делает ей операцию на сердце эфирную. Считывается, истолковывает. Мгм. Так, вот эта операция, что он истолковывает, это произошло в какой момент, Виктория? Я Это вижу, что это какое-то воплощение. Сидит девушка, Мгм. одета как такая дамочка. У нее такая шапочка, какая-то шапочка. Такая Мгм. с какими-то перышками или картин, ну, что-то вот такое здесь. Сидит так скромненько, ручки положила, на стульчике возле стола. А он сидит, он одержимый, Мгм. он считывается как эзотерик, маг, колдун.
Ага. Так, что происходит дальше между ними? Я вижу, что на эфирном плане он буквально берет такие, как таблеточки светящиеся белые. У нее отсюда, сердечной чакры и с третьей чакры. Угу. Говорит, что анализирует. Но, наверное, он проводит вот этот психоанализ над ней. Угу. Погружает ее в воспоминания. Ага. И воспоминания я вижу, что ее буквально как эта каракатица, эти духи, эти энергии буквально как на части вот так разрывают. Это гипноз, вот оно что, она в гипнозе, он ее гипноз, погрузил в гипноз. Угу. И вот эти энергии его на нее напали. Я слышу психоанализ. Ага. Также он считывается как нечистый на руку. То есть он был, вероятнее всего, что он занимался гипнозом и какими-то эзотерическими практиками, что ли. Так, и этому Зигмунту, вот этому, кто делает психоанализ, я ему приказываю проявиться и отвечать. Что он делает в пространстве Ольги? Он говорит, что он ее лечит. Угу. Ну, смотри, на самом деле, насколько я знаю, что Фрейд был против эзотерики в психологии. Но я вижу то, что я вижу. Угу. Может, он понимал, но не знал, как самому избавиться от этих демонов. То есть... Угу. Виктория, читай информация. Вот этот психотерапевт Зигмунд Фрейд, вот этот и тот жрец, который делал операцию в том городе, это одна и та же Да, душа? да, Угу. да. Это одна и та же Так. душа. Угу. Так, хорошо. В тот момент, когда пошла к психотерапевту, Ольга, видит она то, что произошло, это событие? Я вижу, как я этой девушке передаю информацию, и она ее берет, как Угу. книжечку. Посмотрела, встает с этого кресла, где она сидела, и увидела, что у нее к сексуальной чакре проросла подключка черная. Она так встала, ее сняла и в рот этому эзотерику. Угу. То есть Зигмунду. приказывает этому Зигмунту забирать все его гипноз, ложь, насилие и отдает ему карму. Я вижу, что она вышла из кабинета и закрыла дверь, и говорит, что аннулировала запись, Угу. порвала Хорошо. какой-то, как билет, какую-то бумажку. Угу. Просто бумажка такая, написанная от руки. Хорошо, Виктория. Угу. Я вижу, как этот Зигмунд Фрейд, он съел эту бумажку. То есть, и сейчас я ей передаю, чтобы она исцелила свое сознание, свои энергетические центры. И считывается, слышу психопатический синдром. Это подключка, она считывается как психопатический синдром. И я вижу, что это как струна тянется. Угу. Вот этот звук, тот, который я слышу, вот от сердечной чакры в сектор интерферентов, прям натянута как струна. Считывается психопатический синдром. Угу. Так.
и оно вот так на этой струне висит, а, как эта мумия, но она уже не черная, она отпала от сектора магии, то есть ноги ушли, и оно только висит, струна идет сюда, глаз. Мгм. Да, то есть отсоединилась уже от магнетизма. Мгм. Так. Да, хорошо, давай посмотрим, когда вот к третьему глазу впервые эта подключка у нее появилась в пространстве впервые. Что произошло на физическом плане? Я вижу, он делает ей какой-то гипноз, и он вот так ее тык толкнул вот сюда, в лоб, Мгм. и она уснула на диванчик на такой. Я вижу, Мгм. он ее уложил, сам уложил. Она сидела, а он ее раз и уложил. Ну, поправил ей так платье, ниже колен такое платье было. Мгм. Он ей поправил платье, ну все, ну как бы чин-чинарем. Ничего ей там он не делал на физике. Мгм. А вот эта подключка образовалась, да? Но подключка эта образовалась. Сейчас я посмотрю, какой там Мгм. считывается залог. Залог. Что произошло на эфирном плане. Мгм. Посмотри, Виктория, что на эфирном плане произошло и что это за залог. Я вижу, что она заходит в такое пространство, как в тучи. И сначала белые, а потом ярко-голубой цвет, который усугубляется, считывается, становится синим. И она несет вот так, как сердце свое, энергию. Считывается пламя жизни. Мгм. Так, надо смотреть интерференты, кому она несет. Мгм. Так, то интерференты, которые есть в пространстве Ольги, я всем интерферентам приказываю проявиться, стать по старшинству. Я вижу, что та операция тоже проявляется сейчас. Я снова вижу этот город. Мгм. И вижу, снова звучит этот огромный жрец, который называет себя Сатанаил. Мгм. Я не вижу на физике, что он делал на физике, но на эфирном плане вот эти... Ой, он, вероятнее всего, ее убил. Потому что хлынула... Я услышала такой удар и увидела, как люди вот так отвернулись, и хлынул такой фонтан крови. Мгм. Прямо из сердца. Да, он ее убил. Я вижу, как этот зверь, а, он называет себя Сатанаил, и этот жрец, это из сектора магии. Он буквально Мгм. это сердце как кушает, ест. Ужасная картина. Сейчас я Мгм. посмотрю на эфирном плане, что произошло. Это то ли гипноз навязанный Фрейдом, то ли это ее воспоминания. Надо посмотреть. Мгм. Давай, Виктория, очистим это все пространство от всех иллюзий, НЛП-программирования, и будем считывать только истинную информацию. На счет 3 мы почистим это, сделаем. 1, 2, 3. Я сейчас спросила у Фрейда в том моменте, когда он, вот перед тем, как он ее вот так ударил, что он делает в ее пространстве. Он снова Мгм. говорит, что он ее излечивает от программ бессилия, говорит. Мгм. А стресс, ну, обычно стресс, страхи. Мгм.
Так, Виктория. А что на самом он деле делает? Читая информацию. Сейчас я смотрю, что вот эта струна образовалась, когда он ее ударил. И так, вижу, что из сектора интерферентов бегут какие-то сущности бесформенные, с такими ногами, как будто они прозрачные, лапы такие, руки, как лягушки какие-то, и несут такие яйца. Я вот так сказала им стоп, заморозила и спрашиваю, что это за яйца. Я вижу, что вот я на одно смотрю, оно сверху как белое яйцо, а внутри такой черный глаз, как рептильный глаз. Так, и подключка тянется вниз. Это как семя. Считывается семя духа. Так, какого духа? Считывается Сатанаила. Так, я приказываю этим лягушкам отвечать, куда они тащат это семя. Они показывают, они говорят, мы ей запечатываем. Я вижу, как вот сюда как будто бы дверца открыта. И они туда заходят и закладывают вот так по порядочку вот эти яйца. Они становятся такие, как такие металлические. Оно считывается как-то упор. Так, это яйца Сатанаила, да? Так, я приказываю этому Сатанаилу проявиться в его пространстве. Я вижу, что это такое, как болото черное. Энергии там внизу. И он как говорит, то оно так... вот почему нельзя с ними говорить. Я запретила ему говорить. Когда он говорит, то у него такой черный шар выходит изо рта. Считывается повышенная тревога, опасность. Сразу включается мой защитный барьер. И теперь, это как зараза, как инфекция. Да, хорошо. Я его закрываю там, запрещаю ему говорить. Я просто считываю информацию. Хорошо, Виктория, считай, есть ли между Ольгой и Сатанаилом контракт? Да, есть. Я слышу Зигмунд. Угу. Она там в кабинете подписала контракт, соглашение. Считывается на диагностику ауры. Так, хорошо, Виктория, отсоединись полностью от Сатанаила. Но я к нему и не присоединялась, отсоединяюсь. Поднимайся вверх. Давай посмотрим этот контракт с Зигмундом. Да. На что согласилась Ольга в этом контракте? Какие условия? Я вижу, на физике она соглашается, вот что она ложится и делает эту, считывается как практика гипноза. Погружение в себя. А на самом деле это астральное путешествие. Считывается принудительное астральное путешествие. Вот что такое гипноз. А что же такое астрал по отношению к подсознанию? Интересно. Давай посмотрим, что происходит в этот момент. Я вижу, что подсознание, то есть область подсознания, это такой вот как шар. Вот такой шар, ее энергосфера. И много других шаров там, которые связаны с ней.
Они считываются как прошлое и будущее события. То есть в будущем события, они такие, вот эти шары прям дрожат еле-еле, они, и некоторые лопаются. То есть не создается пространство, потому что Мгм. там энергии нет. А прошлое, они такие крепкие, я слышу закабаление. А вот астрал, я вижу, что это такой шлейф. Астрал — это пространство программ. Я так и слышу. Пространство духа. Мгм. И я вижу, как вот это такой шлейф с того пространства, ну, скажем так, образно говоря, примитивно говоря, антимир, там прямо все напичкано и набито какими-то вот непонятными вещами. И такой черный фрактал тянется в третий глаз. Вот. Он считывается как гипноз. То есть во время этого гипнотического сеанса он ее отправил не по ее пространству, а по пространству этих демонических Мгм. программ, духов. Так, а передал ли он ей что-то? Мгм. Говорится, что он, я считываю, передал часть его сознания или попросту вот, ну, я Чё? никогда не слышала, что Фрейд был шизофреником. Но идет, что он передал ей эти шизофреническое сознание. То есть оно буквально Мгм. как будто бы расколыхать вот так. Связь с потусторонним миром он ей передал. Так. И считывается связь с отцом. То есть по этим Мгм. подключкам создалось вариативное пространство встречи с ее отцом, потому что в Мгм. ней уже присутствовали эти энергии. Эм, Значит, так слышу, дубляж. Вот Мгм. в внешнем пространстве уже была вариация встречи в ее жизни с Ну, с этим. этим Зигмунтом, да? Как с Да, да. душой отца. Мгм. Так, хорошо. То есть с этим типом мышления, с этим типом духовного настроя, скажем так. Потому что каждый из миров имеет, как камертон, свои определенные характеристики. И вот антимир Так. тоже. И она, Мгм. вот вижу, как струна, и вот это, то, что она там скрипкой занималась, это как раз тоже неспроста. Как напоминание. Мгм. Да, как напоминание, потому что подсознание, с одной стороны, вот эти программы хотят как бы поглотить, а с другой стороны, чем больше давления, тем больше сопротивления, и у нее тем больше желание освободиться. Так, хорошо. Давай посмотрим еще этот контракт с Зигмунтом. Этот Зигмунд передал ей шизофреническое сознание. А что он Да. забрал у Ольги? Или что как бы Ольга отдала ему за это? Но я вижу, что он ей дал вот эту подключку, эту струну Мгм. Так. и вот эту черную как кнопочка там. А также у нее разрезан живот в эфирном плане. И там вот это белое существо непонятное, как бесформенное. Это программа. А, вот вижу, где она говорит, там, где вот и желудок. И за желудком вот этот нерв. Я вижу, что от головы, вот отсюда и до желудка, этот нерв весь черный. Я слышу сознание, то есть улавливает как магнит. М. Вот. То есть считывается интерпретация, то есть
своеобразная интерпретация сигналов извне вот этим стволом нервным идет под контролем этих демонических программ. Дальше идет свечение. Интересно так. Но вот этот дух белый, эта программа, она что-то там как будто бы ковыряется, перенастраивает. А так интересно, вот этот блуждающий нерв, сразу вот там изнутри он светится, как будто бы корни дерева вот так красиво так светится. Это подсознание, это корни подсознания, которые связаны с этими вот шарами, которые я видела, с этими пространствами прошлого, настоящего, будущего. То есть это определение истинности. Вот так идет. Интересно, да. И вот именно вот здесь, там, где задняя стенка желудка, там есть центр определения истинности, и центр связи идет вот так. Что слышу, всякие глупости, то и говорю. С международными объектами сознания. Международные. Так, а что это за объекты, Виктория? Читай информацию. Я вижу, что там есть какой-то, считывается, субъект сознания, чужеродный субъект сознания. Но как по-нашему это как антимир. Вот. И я вижу, что там идет подключка именно в ту чакру. И что интересно, я вижу, что она звучит как сердечная чакра. Вот это солнечное сплетение, как нижняя сердечная чакра. И я вижу, что сама сердечная чакра, она имеет такой, как кристалл, она вот связана. Вот верхняя сердечная чакра, потом вот так плечи, ну вот как-то вот так вот, не могу сейчас объяснить. И идет вот сюда. То есть это все как единый организм, считывается как сознание. Так, ладно, это рисовать надо. Так, Спасибо. вот эта подключка к чакре. Что это за подключка? Она тянется, я слышу, к сатанаилу, и идет отток энергии. Считывается древний контракт. Так, древний контракт. Да, хорошо, Виктория, давай разберемся с этим контрактом Зигмунда Фрейдом. Да. Спросил ли, видит ли она этот контракт, на что она согласилась. Я вижу, как в том моменте она лежит, вот там на диванчике, где лежала, а ее подсознание вот так встает и смотрит. А тело лежит. А потом смотрит на тело и видит, что к физическому именно телу, я слышу, к генетической памяти привязаны вот эти подключки и передаются из воплощения в воплощение. И я вижу, как вот эту красивую структуру я видела, как эти меридианы. Вот, это меридианы, как энергия течет. Оно вот так вот сплюснулось и утекает к интерферентам. А контракт? Зигмундом Фрейдом вот этот контракт. Так, я Где он? слышу отдать в руки, вижу скальпель, черный скальпель, ну просто как медицинский скальпель, только черный. И со стороны сектора магии кто-то этот скальпель держит. Так, отдать в руки.
Буквально вижу, как несет кто-то, вот эти демонические руки несут это сердце. А это сердце не как физическое сердце, которое имеет такую форму специфическую, как Мгм. орган, а это просто как будто такой красный, Энергия. распыленное такое, как энергия, да, Мгм. считывается сердечную чакру. То есть физика соединилась как-то с энергией. Ага. И это все Считывается отдать произошло. подсознание, да, отдать Мгм. подсознание в руки дьявола. Я вижу, что этот Зигмунд, он был одержимый. Мгм. Ну да. Так, хорошо. Оля хочет расторгнуть этот контракт с этим Зигмунтом. Пусть она это и сделает. Зайдет своим сознанием, изменит эту ситуацию, расторгнет контракт. Ты бы видел, что произошло. Она же перед этим закрыла дверь и замкнула. А Мгм. сейчас она отмыкает, и как такая, получается, дверь закрыта, только отмыкает такое маленькое окошечко, протягивает руку и забирает там этот контракт. Мгм. И я вижу, что она этот контракт приносит в сектор будущего и показывает его кому-то. Слово какое-то шло сейчас. Вернись, Вернулся. услышай. Мгм. Вернись, послушай это слово еще раз. А, Транскрипция. Мгм. А, Так, к чему это слово относится? Декодировки. Мгм. Транскрибация, то есть закодировать. А она просит как бы, у нее как будто бы Перевести. просит, к Мгм. первоисточнику она туда Мгм. понесла, как бы в будущее. С того момента считывается как транскрибация и как декодировка. То есть он ее закодировал, Мгм. а она Так. просит отменить кодировку. Мгм. Так, интересненько. Мгм. Считывается, я ей говорю, где ее код сознания. Я слышу код сознания вот здесь. Код Мгм. сознания, защита, чтобы она сейчас зашла в тот момент, когда она имела, а, ну, Целостный, да? да, целостно. Но я вижу, что это оно тоже притянулось еще на предыдущий Мгм. контракт, Древний вот этот контракт древний, сатаны. потому что я вижу, как она воинствующая богиня. Интересно, а Мгм. лицо ее. И она Мгм. держит огромный меч, или меч, или а, считывается это не меч, а как труба, то есть как портал черный. Вот так она в руках это держит, как меч, и этому Сатанаилу прямо к горлу приставила. Мгм. Вот, и я вижу этот сон, и я слышу, что она отказалась, ну, вульгарно Ага. звучит, Ага. а, Понятно. От насилия, в общем. отказалась, ну, звучит отсосать вот эту черную энергию у этого. Мгм. А Мгм. он как-то слово диструбатор. Мгм. Вот. Деструкция. А. Ну, Мгм. мастурбировать. Так, хорошо. Какой контракт? Вот я древний контракт заключила. Давай Так, сейчас посмотрим. я с этим Фрейдом Ага. заморожу. Заморозилась. Вот Этот. потому что, Мгм. да, и Разберемся сначала с замораживаюсь. тем. Мгм. Сейчас я туда подвинула, а этот на первый план вышел. Хорошо. Так, я ее спрашиваю,
Что за контракт? Древний контракт. Когда я вижу, что происходит такая вот картина. Кто-то идет и тянет на себе, вот так как запряг такую веревку, и по песку тянет, считывается гроб. Мгм. Какой-то, как ящик такой гроб, а там, я вижу, лежит эта девушка, у Мгм. которой платье так развивалось. И Так. энергия эта черная, то есть она светлая, там лежит вот так, как обездвиженная. И она как бы внутри этой черной фигуры этого, который назывался Сатанаил. И он тоже как будто лежит энергетически в этом гробу, только огромный такой. И время от времени он вот поворачивается и вот что-то как бы пьет с сектора, то есть напитывается. Так, а это ее отец, Борис ее тянет. Мгм. А я вижу, Так. что он ее похоронил. Мгм. Она его жена была. Он ее похоронил и сел, и сидит. Он песком ее вот так засыпал. Мгм. Он ее засыпал песком, сел, и вот что-то считает вот так. И такие программы у него, пальцы такие черные, и он их так как-то загибает. И звучит Борис. Мгм. И я вижу в нем, он буквально ее трясет, мысленно. Он не может понять, почему она безвременно ушла, его покинула, и у него такая какая-то злость на нее, что она его покинула, оставила. Мгм. А, понятно. Это, видимо, и есть его месть за то, что она и ушла. Так, ладно, это моя догадка, не это. Давай посмотрим, Виктория, в какой момент контракт она подписала, вот этот древний. Что в тот момент произошло? Я вижу, что она идет на воплощение. Мгм. Считывается, что она заходит как будто бы в какое-то деревянное пространство, как дерево. Вот она правую ногу и идет. И когда она зашла в это пространство, то Мгм. вдруг попадает на такую какая-то металлическая штука. И буквально эта штука ее, как она соскальзывает. Очутилась в каком-то пространстве и ходит, рассматривает, не может понять, где она. Оно Мгм. считывается удавка. Вот эти вот, что она была как бы привязана этими петлями. Мгм. Там открывается такой маленький, как лучик света, который падает на эту книгу. И что интересно, это все находится в секторе магии. Ну да, то есть это давлеет над ней, эта ситуация. Да. Так, идет на воплощение, да? Вот. Да. И какая-то вот эта металлическая штука, что она соскальзывает. Что это за металлическая штука, Виктория, считай информацию? Это вот эта труба, которую она держала в руке, Мгм. этот портал. Так. Спроси Оля, что это за штука, что это за портал, зачем он ей? Она показывает, что это такое, вот как труба, такое огромное, на том конце трубы
вот этот Сатанаил, он как привязан к этой трубе. Ну, одно Мгм. целое. И она вот так показывает, что она смотрит в эту трубу. Так. Она говорит, смотри туда. И я вижу там такой глаз э, внутри этого. Я тоже туда смотрю. А там Мгм. считывается отнять первородство. Так, с какой целью Оля смотрела в эту трубу? Зачем это ей нужно? Спроси у нее. Сейчас я перенеслась в сектор миссии, она говорит, нам нужно понять. Там совет идет какой-то. Я вижу, Мгм. что там ну, считываются боги и богини. Ну, на вид они все как ангелы. Мгм. Так, что нужно понять? Я слышу план синхронизации и замены. Так. Что синхронизировать? Что это за план, Виктория? Так, чтобы понятно было. Читай информацию. Так, сейчас я посмотрю, что они хотят синхронизировать. Угу. Она говорит два состояния разума. И я вижу, что вот космос, да, это как тоже как все как разум. И есть разные планы или говорим измерения. Точно Угу. так же, как в пространстве внешнем. И точно так же в человеке и во Вселенной. То есть все пространство– это как живой разум. Говорит, синхронизировать два вида разума. Так. Какие виды? Она говорит внешний и внутренний. Угу. А внутренний это Говорили, какой? да, и она внутренний, она говорит, разграничите зло. Когда она показала внутренний, то говорит, разграничите зло. То есть поставить границу а, Да. во внутреннем сознании, то есть вот так отгородить вот эту черную энергию, которая вот стремится вот сюда. Угу. А, Оно считывается как солнечное и яблочное центр. Так. Угу. Теперь понятно. Яблочное сплетение. Вот эта легенда о Адаме и Еве. И это я уже видела, не помню, я тебе говорила или нет, как как фрукт укусили. Ну да. То есть я вижу, как идет завязка на физическое тело, на генетическую память, потому что память в теле хранится. Вот. И именно вот там этот центр, оказывается, находится. А где он находится, вот этот яблочный центр, Виктория? Какое у него место? Оно вот одной стороной, одна точка– это вот за желудком, там точка, задняя стенка желудка, а другая– это как вот этот портал идет. В сердечной чакре там тоже есть левый желудочек. Угу. Но я так слышу и ну, приблизительно вижу, как это. И вижу, что там вот это именно трубочка черная, этот портал, который имеет вот внешнюю вот эту черную оболочку. Угу. Сознание антимира. То есть сигналы, улавливает сигналы
считывается некорректно, улавливаются, интерпретируются сигналы не от реального мира, а вот с этого а, Ну, блока с... сознания антимира, скажем так, да. Мгм. Так. В плане было синхронизация и замены. А замена чего? Она говорит отделить, разделить. И вижу, как вот эта черная труба просто вот так рассыпается и уходит. И вот эта вся чакра, она вот почему-то все считывается как одна сердечная. Угу. Вот эта связь этих всех чакр, оно вот так прямо взрывообразно начинает сиять и поднимается вверх. Она, Так, я понимаю, вот убрать вот эту трубу, да, чтобы целостность произошла. ну да, целостность сознательного, подсознательного, потом восприятия мира, переработки. И я вижу, как отдача в тело. Слышу вот так, как удар такой, отдача в тело. Угу. И я вижу, вот как ее там вот этот ударил, сердечную чакру. Вот это как прописалось это в физическом теле, то есть на эфирном плане это событие оставалось, и все, что на эфирном плане, оно прописывалось и на физическом теле тоже. И шло через призму этих всех событий, которые были в прошлом или были навязаны гипнотическим путем, или были навязаны путем магическим сценарии. То есть я вижу, что как объект человеческое тело, сознание, да, то Угу. оно получило вот такое взаимодействие, синхронизацию с антимиром. То есть и И через эту да. трубку, получается, вот эти сценарии попадали в высшее пространство? Нет, это они были в высших пространствах, то есть в высших информационных, в разных пространствах все эти события, они все есть. Но все неправильно работает, Мгм. потому что в человеческом теле есть память о тех событиях, которые тело в этом воплощении не делало. То есть не было событий, например, как ее там в жертву приносили когда-то, да? Мгм. В этом воплощении этого не было. Но А, тело вот помнит, это, вот это как потому карусель, да, получается? да, Перенос предыдущих вот этих всех и событий. да, и Мгм. поэтому получается вот так, что тело помнит, потому что оно связано с этими всеми событиями, которые уже зафиксированы, прошлое, будущее, все вместе, и не различает, то есть не умеет различать, потому что Нарушено. здесь идет, нарушает законы Вселенной, потому что по конам Вселенной за грех человек платит смертью. Ну, согрешил, значит, умер. Мгм. Все. А здесь получается так: духовная сущность умереть не может, пока ее не уничтожит сам Творец. Мгм. То есть духовную составляющую, которую сотворил Творец, кто сотворил, тот и может ее разобрать. Ага. Вот, получается так. Но тело умирает, то есть получается вот эта дисфункция. Мгм. И получается, да, в следующем воплощении идет навязывание тех Да, грехов, и за которые уже расплатилась смертью. Да, и получается, это, получается тоже завязка, с одной стороны, привязанная к этим событиям
И к этой ситуации эти темные, которые стремятся взять верх над м, сознанием, а с другой стороны это ведет наоборот к противоречиям, потому что по конам Вселенной этот человек имеет право на защиту от Вселенной, на Мгм. помощь. И я слышу снова квалификация. Так, а что это за квалификация, к чему она относится? Так, сейчас я посмотрю. Я вижу, что вот эта завязанная, ну вот эта труба, скажем так, Мгм. этот имплант, он классифицирует человека. Вот я вижу, как завязка идет вот к 7-й чакре, и вот где оно еще ниже все связано. То есть все чакры от 7 до 1 завязаны и переворачивает вот так человека, его энергосферу, и все уходит в сектор интерферентов, энергия уходит, и классифицируется человек как, ну, буквально звучит служака Мгм. темных, потому что своими ресурсами человек служит, то есть отдает энергию темным, звучит Мгм. созданием. То есть не творению, а созданию. Создание, они находятся вот где сектор интерферента, Мгм. а Вот это творение, творцы, вот да. получается вот схоже, Виктория, что вот эта труба как ось Земли или ось человека, да, которая отклонена, так Да, получается. да, М. вот так вот, 23 Мгм. градуса. И Так, хорошо, Виктория, с этим вроде понятненько. Давай посмотрим на контракт. Вот этот древний контракт. На что пошла Оля? так, я ее вижу, она как, воин, выглядит Мгм. как, ну, как римский воин какой-то, с Так. крыльями. Мгм. И она вот эту трубу вот так держит и так в грудь этому Сатанаилу. Мгм. Я вижу, они там посоветовались в кругу, и потом она встает, берет эту трубу и идет на воплощение, слышу. Снова я вижу то же самое. Она попадает в это темно-фиолетовое пространство, идет, и Мгм. открывается такой узенький портальчик, там светится. Сначала как ртучка, потом синий цвет, и потом падает портал прямо в антимир. Мгм. Она говорит создание, не сотворение, а создание. Говорит эгрегор о мести. Мгм. Так, в какой момент был подписан этот контракт? Я вижу, что когда она шла на воплощение, у нее была вот эта мысль перехитрить этого Сатанаила, как Мгм. помститься. Так. Вот оно что. И поэтому вот она приносила вот этот, помнишь, контракт на развлечение для первотворца, то есть она как, Декодирование. да, Мгм. декодирование. Транскрипция. Мгм. Да. Так. Так, Она, встречает она. да, считывается, разрешает себя уничтожить. И я вижу, что она идет на то воплощение, где ее убил а, вот сам этот Сатанаил, то есть его дух. Мгм. То есть через этого жреца, потом через него попался вот этот Сигмунд, Мгм.
потом отец. Так. Потом воплощение, где она умерла, Мгм. потом Да. здесь. Ну, там муж, тут отец. Мгм. Ну да, жрец, Фрейд, а теперь отец, я понял. Так, разрешила уничтожить в контракте. Давай посмотрим подробнее этот контракт с Атанаилом. Где она разрешила уничтожить себя? Я вижу, что... Где это, как ты? Что ты имеешь в виду? Да, момент, когда вот этот разговор с Атанаилом, когда был контракт этот заключен между Олей и Сатанаилом, в котором она разрешила уничтожить ее. Где этот контракт? Где? Вот Она он. вот. Мгм. На что согласилась Ольга в этом контракте? Я вижу, что вот эти все потоки энергетические, они вот так соединяются в кристалл. Так. Оно потом накренилось вот так. И верхняя и нижние точки, как ось. Это как труба, а это как ось накренилась. И образовались такие еще два портала, которые вот так уходят в сектор интерферента, в антимир. Угу. И считывается разрез сознания. Ага. Я тебе сейчас объясню. Мне пришло вот. Смотри, я нахожусь в магазине. И вдруг подсознательно, где-то там очень далеко, но я чувствую, я смотрю в свой телефон и беру эти деньги, которые у меня были на счету, чекинг аккаунт, перевожу на сейвинг аккаунт. Перевела, оставила там небольшую сумму, купила там в магазине, проверила, все снялось, все нормально. Прихожу домой, мне приходит смс через полчаса, что кто-то там пытался снять $300. И не получилось снять, какой-то сайт. Ну, так как у меня не было достаточно средств. Угу. То есть это как когда сознание и подсознание коммуницируют между собой. Вот. Если этого нету, то человек попадает в какие-то негативные ситуации. Угу. Ага. То есть разделение, произошло вот это разделение сознательного и бессознательного, взят под контроль вся энергосистема человека. Угу. И получается, что нету вот этой гармонии, и человек не может Коммуникации. адекватно. Угу. Да, он не Адекватно. слышит сигналы подсознания. То есть он воспринимает сигналы только от рационального разума. Рациональный разум дает команды, но он ограничен своими убеждениями, я так и слышу, Угу. потому что наши программы формируем не мы, а формирует наше окружение, пропаганда, бабушки, дедушки, родители, воспитатели, друзья, товарищи, то есть телевизор, это все формирует то, что мы называем «я». То есть Угу. и мы себе думаем, что мы сами принадлежим, но на самом деле эти убеждения, они в лучшем случае наполовину наши, цели, убеждения и так дальше. И это формирует наши решения. То есть мы знаем, Угу. как надо правильно, то есть мы точно знаем, но подсознание связано, вот я прямо это вижу, со всеми этими событиями, со всеми, все понимает, все ощущает, связано со всем космосом, со всеми временами, в прошлом, будущем, сейчас, оценивает адекватно ситуацию. И естественно, что если не очищать подсознание от чужих
чужеродных программ, установок, внедрений, буквально считывается локаций, Мгм. то Да. руководит подсознание тоже неправильно. Потому что подсознание тоже стремится взять верх над рациональной частью, и программы всегда ам, как ведущие. Человек выбирает на подсознательном уровне и делает какие-то поступки на подсознательном уровне. Разве отец хотел ее там Мгм. разбивать, эту? Его же рациональное говорит: ты же идиот, ты же папа, должен там ее защищать и так далее. То есть он это понимает, но нет, бессознательные программы, вот этот дух, который взял верх над ним, делают вот такие противные вещи. Да, коммуникации нет, бардак. Так, хорошо. Давай посмотрим еще на этот контракт. Виктория, древний этот контракт, где она согласилась умереть, отклонить вот эту Да, ось. буквально я слышу провалиться в трубу, то есть вот там, где Мгм. она вот так провалится в трубу, и она становится частью сознания этого Сатанаила, Верно. Люцифера, это одно и то же. И я вижу, Мгм. как она попадает ему как в третье, сплетение в солнечное, и звучит яблочное. Вот там, как укусить плод запретный, то есть познавать зло. Вот. Ну, как Мгм. говорится, все мне можно, но не все полезно, да. И вижу, как ее энергия распространяется по его этой схеме Мгм. и поддерживает жизнедеятельность. И вот поэтому это вот чучело, которое мы видели в начале, оно то живое, то мертвое. То есть идет как внутренняя борьба. То она возьмет верх над программами, то программа над ней. То она страх возьмет под контроль, то страх над ней и так дальше. Но это не естественный страх, как у нормальных, как обычно у человека, у которого нет подключки вот такой, потому что нормальный страх, он тоже позитивный. Его нужно просто взять себе на служение. А с такими подключками его не возьмешь. То есть его нужно только Мгм. отказываться, расторгать контракт. Так, я слышу провалиться, то есть в этот и стать частью. Слышу симбиоз. Ам, Стать Мгм. частью этого сознания антимировского. Или сатана, как переводится, как противник. Противник. То есть тот, который противится божественным конам. Мгм. Потом я Так. слышу ее подсознательный посыл распознать, научиться распознать, а, приобрести опыт. Мгм. И вот так слышу, различить. То есть Ясно. разложить. Это туда, различить. Хорошо. Так, видит ли этот контракт все, что произошло вследствие него? А она говорит, что она видит. Мгм. Так, она готова расторгнуть этот Да, контракт? готова. Мгм. Хорошо. Пусть она расторгнет этот контракт и покажет тебе, как она это делает. Я вижу, что она буквально выходит вверх по этой трубе, в которую провалилась. А там внутри есть такие, как скобки. И она по ним поднимается вверх. Я вижу. И заходит в тот момент. То есть возвращается Мгм. до момента подписания контракта. Так. И я вижу, как вдруг у нее вот глаза становятся вот такие, вот так задрожали, и образовались вот эти глаза белые, которые я вижу этих людей, которые служат, служаки антимира. Мгм. Это гипнотические вот эти?
Это, Что да, это этот за... гипноз, он взял как бы ее энергию, и образовались вот эти программы Мгм. считывания внутреннего эфирного ДНК и взятия под контроль. И когда у нее вот эти глаза вот это ушли, то я вижу, как привязки к этим событиям, которые вот там были, и были все привязаны вот так к третьей чакре. Мгм. Они вот так обмякли, и все ушли, упали. Она говорит: расторгаю. И когда она сказала расторгаю, у нее изо рта как будто бы черная вода вылилась. И такая же вода, вот этот лежал там, знаешь, как будто бы он утопленник. Сатанаил? В Да, болоте? да, да, Мгм. да. И он вот так как выплюнул, знаешь, как утопленники, их там и Откачивает когда, да? откачивает и Мгм. выплевывает. И выскочила, я вижу у него изо рта сияющая энергия, но вслед за ней полетел какой-то а, кто-то полетел, то есть вдогонку, догнать. Так, Стоп, замораживаем это. кто это? Мгм. Вижу, что это какой-то рыцарь на каком-то черном коне обскакивает туда-сюда, вот так смотрит, как будто бы с копьями, с этим, с луком стреляет. Мгм. И он так перемещается, оказывается в секторе магии, и вот так сел в позу, как лотос. Мгм. Так, приказываю этому рыцарю проявиться в соответствии его с физическим ДНК. Слышу Зачем это Борис. ведь? Ага. То есть я вижу, что эти все события для Сатанаила, скажем так, для антимира, прошлое и будущее, они все просчитаны на виду. Мгм. Точно так же, как наше подсознание все знает, они знают, только подсознание без нашего рационального не может контролировать, а они могут контролировать, так как у них нет физического тела. Они из другого измерения. И подсылают вот таких вот предателей. Он и так и считывается предатель, а потому что у него был этот гештальт не закрытый, почему ты меня бросила такая молодая и все такое. То есть это горе, которое он пережил, а Мгм. здесь получается, что он на нее смотрел и видел, он подсознательно, он знал, что это его душа, жена, Мгм. а это была его дочь. Ну, так как он был одержим этими духами, то он проявлял вот эту, считывается как шизофренический Да, аспект. что там с местью? Да. Неадекватно а, Мгм. а, реагировал на ситуацию. Мгм. Так, и что, Оля, меняет эта ситуация? Отменяет свою А я смерть? вижу, она буквально переворачивает стол этот, за которым она сидела, Мгм. с этими интерферентами там. Эти все программы, это вот все события. И я вижу, она расторгает контракт, и она уходит и берет эту девушку, которая там на площади лежала, и как будто бы вдохнула в нее вот так. И эта девушка ожила, и я вижу, как отсекает эти события негативные. Мгм. И в этот момент этот Фрейд, он тоже исчезает. Я так понимаю, что этот Зигмунд, он навязал этот сценарий, что его, возможно, даже и не было, или был, но он усугубил через этих демонов. Этот Зигмунд тоже уходит. И я Мгм. вижу, как она вот так смотрит и через нижнюю чакру вытаскивает вот так из этого соси своей, вот вытаскивает такое, как вот эту ось, она Мгм. ось, а на ней еще вот такие, как эти чакры, ну не чакры, а эти импланты, которые закрывают эти чакры, Мгм. улавливатель.
Вот, неадекватные улавливатели. И она вытаскивает эту чакру, и я вижу в этот момент открывается вот так ее 7-я чакра, этот энергетический центр, Мгм. и она поднимается вверх, как портал. То есть вот здесь это как портал, который связан с первоисточником. И она просто возвращается вот туда. И снова ее вижу, как воительница. Жаль, что не слышу имени. Ничего страшного. И она вот так ногой как бы Мгм. закрывает этот портал, как будто бы вот так, ну, ножкой вот так там. Мгм. э, Так. сам. Мгм. Вот этот контракт с Фрейдом, который она на транскрипцию к Первотворцу несла. Что с этим контрактом? Я вижу, что он засиял вот так, как шар такой сияющий. И он этого Фрейда в этом пространстве, где он там висел как-то. Ну, не М. сидел, ну, типа сидел, висел, но в Мгм. пространстве висел, не вот так висел. И его это как ударило сильно прямо вот в лоб. Карма. Мгм. И он вот так буквой Z полетел в сектор магии. И я вижу, она вот так встает, эта девушка, из-за стола, и вот так платье свое поправляет. И вижу, как эта подключка через него уходит. Он ее как бы физически не трогал, но в Мгм. эфирном плане он ее там поимел в том воплощении. Ну да. Вот. Так, хорошо. Пусть она полностью расторгает контракты во всех воплощениях с антимиром. Приказывает всем насильникам, сатаинам, интерферентам, магам забирать ихними руками все воздействия, последствия воздействия, отдает карму и забирает свои частички души, потенциал, энергию очищает. Да, я ей передаю, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии и возвращала только то, что ей принадлежит, соответствует ее эфирному ДНК. И там еще такая подключечка, вот где желудок, тоненькая. Угу. Так, что это Я за слышу подключка? отец, и она тянется в сектор интерферента. Угу. Кто в секторе интерферентов и приказы проявиться? Я вижу, что это тот же жрец, который убил эту девушку. Это тот же, который тащил, хоронил эту жену. Угу. Это дух. Угу. То есть люди разные, тело разное, но дух, они своими действиями как бы демонстрируют, какому духу они служат. Угу. Так, что за подключка осталась к этому духу? Сейчас я вижу, что это как оно считывается как штамп. Вот этот штамп, штемпель, Угу. штамп. И она вот так выталкивает этот штамп Тенор. из Ага. себя. И я вижу, как оно вот ударяет эту программу, которая считывается как Сатанаил, в лоб, Угу. и там открывается дверца, и она выходит оттуда, ее частица души. Хорошо. И я ей Поз- тоже передаю, чтобы она вернула все свои согласия вступать в контакт с антимиром со всех тех мест, вот я их вижу, со всех пространств, и запрещала вторжение в ее пространство гипноза, НЛП, программирования любых. Вот, и я вижу, эти люди проявились. Африка в секторе магии. Угу. Они там, считывается террор, устроили террор.
Вот. Они на это притянулись. Угу. Так, ну они вторгались в ее пространство. Пусть Ольга прикажет этим африканцам забирать ихними руками все их воздействия. Весь этот террор пусть забирает. Да, и я передаю, чтобы Ольга возвращала. Ого, цепляются, чтобы она им приказывала убираться, чтобы она отменила свое знакомство с ними Угу. и вернула весь ее потенциал, всю свою свободу, гармонию и материальные блага, которые они, то есть весь ущерб, пусть они возвращают. Угу. И она пусть забирает все, что ей принадлежит, а чужеродной энергии в портал на полную утилизацию. Угу. Да, Очищается. происходит, да. Хорошо. Так, Всё сейчас хорошо. энергосфера у нее большая, только вижу еще какое-то чужеродное в третьем глазу. Угу. Я Так, ей что передаю, это? чтобы она вытаскивала этот имплант. И я вижу, она вот так потянула. И, вот эти яйца, что эти приходили, складывали. Ага, эти. Да, чтобы она убирала вот это мышление. То есть это зацепки, скажем так, Мгм. к этому шизофреничному мышлению, испорченному демоническому. То есть Мгм. эти яйца духа демонического. Да, пусть Сатанаил все это отдает, и все его яйца, все чародное и карма ему за вторжение. Я вижу, что оно так раз крутилось, как будто бы бусы черные. Мгм. Все уходит, и в секторе принятия решений я вижу, снова появляется этот как меч, эта труба, и она все вот так схлопнула, сама взлетает, как красивый ангел, и поет. Очень красивая энергосфера, прозрачная, и вся вот так переливается и звучит. Мелодия Мгм. звучит. Отлично. Да, все хорошо. Мгм. Поднимаемся максимально вверх, Виктория, все вместе. Да, я ей передаю, чтобы она вот эту струну, остатки еще там есть, вся там разодрана, Мгм. а почему-то кусочек еще оставила. Пусть она вот этот имплант весь разберет, уберет с ее пространства и оживит все мертвые энергии в ее пространстве, оживит себя во всех воплощениях. Пусть она оставит информацию, что она живая Мгм. и наполняется энергией собственной силы, потенциала, молодости, гармонии, красоты, Да, достатка. выровняет эту ось правильно на первого Творца, восстановит яблочную эту чакру. Мгм. Нет, яблочная — это по Нет? их По их, методике, да. а наша Это зацепка солнечная. за грех, скажем так. Это тот грех, который типа передается из поколения в поколение, а на самом деле из воплощения в воплощение. Вот. Ага. Значит, солнечная, да, правильно? Да. Мгм. Хорошо. То есть восстанавливает полностью все свои уровни бытия. Физическое тело приводит согласно ее эталонным эфирным ДНК. Мгм. Запрограммирует на молодость, красоту, гармонию, достаток. Мгм. Ну, это, смотри, да, ну, Хорошо. запрограммирует — это тоже не так. Да, да, На как уровне правильно. сознания делается, то есть она Мгм. возвращается домой, Мгм. а, то есть, как, эти программы, этот, Сатанаил, он якобы вот как, усыновил, человека через вот эти, импланты, Да-да-да. через Да. контроль над физическим телом.
Ну, хорошо. Мгм. Я вижу, Хорошо. что она расторгает, говорит, контроль над усыновлением. Мгм. И я говорю, чтобы она вошла в тот момент, когда она полностью будет очищена от любых притязаний антимира, от всех чипов, имплантов, подключек. Пусть она очистит свое эфирное ДНК от присутствия чужих энергий, ее отца, от всех подключек, привязок, от всех чужеродных убеждений и поднимается в самые высокие пространства. Мгм. Да, Хорошо, пусть она это сделает. И на счет 3 мы дойдем в тот момент, когда она этот труд завершит. 1, 2, 3. да, она это сделала. Я вижу, она вышла по этой трубе вверх. Эта труба так зашаталась, и она так ногой ее пух, и она упала полностью. И она пошла ровно по пространству в сектор, вот, ну, как в сторону. Ментальная карта показывает первоисточника. Отлично. Отлично, Виктория. Хорошо, Да. поднимаемся наверх, наполняемся энергией жизни, гармонии, любви. Спроси у Ольги, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, все, она нас благодарит. Вот так. Мгм. Прощаемся с Ольгой. Отсоединяйся от нее, Виктория. Да. Проверь свое пространство. Очисти от чужеродного, закрой порталы. Да, все чищу. Мгм. Да. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3. Ты вернешься в физическую реальность, где с тобой разговариваем. И будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. 1. Да, Ага. очень интересно. Мгм. Прям на одном дыхании слушала, как интересно. Вот не подвело мое чутье, да, что надо разобраться с отцом. Кажется, как бы, ну, в детские, ну вот, и я вроде бы уже затрагивала эту тему, но, видимо, надо было слой за слоем снять. И вот сегодня такой Мгм. большой Оно вот так. пласт. Вот какой вопрос задаешь, вот туда и поведет расследование. Мгм. Понимаешь? Вот, потому что нам еще 1000 лет чиститься. То есть Мгм. совершенствоваться, чтобы очистить полностью себя и прийти к совершенству, когда человек уже станет как ам, вершина Творца, творение Творца, то есть вернется в то исходное положение, в котором он был до падения. Мгм. То Да. есть это такой наш труд. М. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Пока-пока. Тебе Пока. благодарим тебя.